Сериал «Извне», пожалуй, самая загадочная история последних лет. За 4 сезона авторы разбросали десятки намеков, символов и необъяснимых событий. Но чем ближе мы подходим к разгадке, тем сильнее понимаем. Все происходящее связано между собой гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. В этом видео я собрал свои наблюдения, различные теории и выводы, сопоставив их с интервью создателей и многочисленными деталями, разбросанными по всему сериалу. Финальная сцена 4-го сезона между мальчиком в белом и Софией производит странное впечатление. Они разговаривают не как заклятые враги, а как два человека, которые играют друг против друга уже очень давно. В этот момент маски окончательно сброшены, и складывается стойкое ощущение, что весь город — это огромное игровое поле, а его жители — лишь фигуры в этой игре. В этой мистической шахматной партии есть свои жесткие правила и закономерности. Игроки направляют фигуры строго по правилам, а если те отклоняются от курса или пытаются сжульничать, игра мгновенно заканчивается, оборачиваясь катастрофой. Когда Виктор упрекает мальчика в белом за то, что тот вечно говорит загадками, он напрямую намекает: прямые ответы могут лишь навредить, и в истории этого места подобное уже случалось. Когда мальчик в белом тихо произносит «у нас кости», он словно признает, что проигрывает. В туннелях Табита и Джейд раскапывают кости детей, нарушая покой подземных пещер. Но в контексте игры эти кости не просто останки, это архив прошлых циклов. Выжившие буквально докопались до скрытых механизмов этого места, оголив саму изнанку доски. Для мальчика в белом это страшный знак того, что герои дошли почти до самого конца. Выживших в этой игре становится все меньше, а время стремительно истекает. В ответ София с улыбкой заявляет: бутылочное дерево исчезло. И это событие куда важнее, чем кажется на первый взгляд. Бутылочное дерево — это главный чит-код мальчика в белом, его сильнейшая фигура на доске. Именно оно ломало всю предсказуемость ходов для черной стороны, перемещая героев в разные места. Оно закинуло Табиту в реальный мир, оно же когда-то спасло Бойда. Дерево было единственным легальным способом обойти правила этого места, и именно мальчик в белом тайно направлял героев, используя этот портал в своей игре. Теперь, когда черная сторона руками напуганных жителей уничтожила дерево, мальчик в белом лишился своего главного инструмента влияния. Главные герои как никогда близки к разгадке, но они все еще не знают всей правды. Как сказала София, этот город завязан на ритуалах, и важно не то, что ты делаешь, а как. Табита близка к развязке, но пока она не вспомнит свои прошлые жизни и ритуалы, которые нужно провести с костями, игра может закончиться. Кости детей Анкуи, которые Джейд и Табита откопали в подземных пещерах, это физический мост к памяти Табиты. Существо в теле Софии позволило им найти этот архив, рассчитывая, что люди вслепую активируют триггер уничтожения. Ведь если провести ритуал в туннелях неправильно, партия просто обнулится, как это уже было в детстве Виктора. Но в то же время лично для меня остается большой загадкой — это временные парадоксы, которые нам показали в конце 3-го сезона, и как они связаны между собой. И здесь возникает главный вопрос: существует ли в этом проклятом месте жесткий детерминизм или правила игры куда сложнее? Когда Джули отправляется в прошлое, чтобы спасти своего отца, это переворачивает все наше понимание лора. Нам дают жирный намек: на прошлые циклы можно влиять, а все временные эпохи города намертво связаны между собой. Я наткнулся на одну фанатскую теорию, что игра происходит во всех временных циклах одновременно. Для бессмертных гроссмейстеров Человека в желтом и Мальчика в белом времени не существует. Прошлое, настоящее и будущее города — это не цепочка событий, а просто разные сектора одной гигантской четырехмерной шахматной доски. Детство Виктора, резня 50-х годов, появление Бойда и прыжок Джули — все это происходит прямо сейчас, на разных слоях одной партии. Это значит, что кости детей Анкуи в туннелях, которые должна вспомнить Табита, это не просто мертвецы из далекого прошлого. Они умирают и зовут на помощь прямо сейчас, запертые на своей клетке времени в параллельном раунде. Вся игра сводится к критической точке, эффекту домино наоборот. Обычно прошлое определяет будущее, но в «Извне» будущее должно исцелить прошлое. По такой логике, ночные монстры — это такие же заложники времени, как и дети. Когда-то это были обычные люди, оказавшиеся заложниками этого места, как и все остальные. Они заперты в бесконечном кошмаре, обречены снова и снова проживать один и тот же цикл, охотясь на тех, кем когда-то были сами.
А значит, финальная миссия Табиты и Джейда заключается не только в том, чтобы выбраться из этого места. Их настоящая цель — разорвать временную петлю и освободить абсолютно каждую душу, которую этот город поглотил за долгие десятилетия. Ведь настоящая победа — это не побег, а разрушение самого механизма, который снова и снова создает новых жертв. Именно поэтому Фатима не заключала никакой сделки с человеком в желтом. До самого конца она не понимала, что постепенно превращается в одного из монстров. Она была такой же жертвой правил этого мира, как и все остальные. И если в будущем действительно окажется, что женщина в кимоно — это и есть Фатима, то подобный поворот станет невероятно сильным подтверждением общей концепции сериала. Получается, каждый житель города обязан пройти через собственную трагедию, совершить страшные поступки и строго следовать правилам игры лишь за тем, чтобы однажды привести героев к моменту, когда они наконец вспомнят прошлое и смогут разорвать этот бесконечный цикл. Дополнительный вес этой теории придают слова самих создателей сериала. В своих интервью шоураннеры официально опровергли самые очевидные фанатские догадки. Они прямо заявили, что это не чистилище, не правительственный эксперимент и не сон одного из персонажей. Все происходящее абсолютно реально, а природа самого города носит глубоко мистический характер. Более того, авторы неоднократно подчеркнули, что каждый элемент этой истории подчиняется строгой, почти математической логике. Здесь нет случайностей, а время работает совершенно по другим законам, и что все ответы находятся в самом начале, в первой серии. И, пожалуй, самое важное, что в этом городе прошлое никогда не уходит. Когда Джулия рассказывает Итану сказку про Нормана, это многие называют главным чит-кодом сериала. Итан здесь словно становится отражением мальчика в белом. Он искренне верит, что всех можно спасти и что добро обязательно победит. Джули же, напротив, неожиданно оказывается похожа на человека в желтом. Она смотрит на происходящее гораздо мрачнее и убеждена, что некоторых уже невозможно вернуть. Перед нами словно сталкиваются две философии, определяющие весь конфликт сериала. По сюжету сказки Нормана пытаются спасти загадочные феи из таинственного озера слез. Озеро мы до сих пор так и не увидели, однако его неоднократно рисовала сестра Виктора, Элоиза, и это вряд ли совпадение. Многие считают, что озеро слез станет одной из главных скрытых локаций финального сезона. Именно там может состояться заключительный ритуал с костями, который позволит исцелить тех, кто оказался навечно заперт между жизнью и смертью, и, наконец, выпустить их души на свободу. Так, когда Виктор впервые встречается с Джули, он ведет себя неестественно и испытывает дежавю. А немного позже, когда Джули в панике убегает в дом, один из ночных монстров неожиданно кричит ей вслед: «Джули, неужели ты меня не узнаешь?» Когда сериал только вышел, большинство зрителей воспринимали эту реплику как очередную попытку чудовищ запугать свою жертву. Но после событий последних сезонов эта сцена начинает играть совершенно новыми красками. Теперь мы знаем, что Джули способна перемещаться в прошлое. Если она действительно познакомится с жителями предыдущих циклов, подружится с ними, узнает их истории и попытается их спасти, то позже станет свидетелем их окончательного поражения. Человек в желтом уничтожит их личности, превратит в ночных монстров и заставит навечно остаться частью игры. Именно поэтому в самом начале сериала эти существа уже знают Джули. Получается, время здесь движется сразу в нескольких направлениях одновременно. Герои постоянно оказываются причиной тех событий, которые сами пытаются предотвратить, а каждое путешествие в прошлое лишь сильнее затягивает петлю. Возможно, именно поэтому героям придется повторить путь всех предыдущих жертв, совершить ужасные, болезненные, но нужные поступки и позволить истории прийти к той самой точке, где, наконец, станет возможным изменить исход. Только тогда Табита сможет полностью вспомнить свое прошлое, Джейд поймет истинное предназначение символов, и вместе они найдут способ закончить этот ад. И если все это действительно окажется правдой, то сериал извне может стать одной из самых тщательно продуманных мистических историй последних лет. Истории, где каждая случайная фраза и незначительное событие были частью одного огромного пазла. И если этот пазл наконец сложится в финале, то многие сцены, которые сегодня кажутся странными или незначительными, приобретут совершенно новый смысл. А что думаете вы?
Обязательно напишите в комментариях, какая из версий кажется вам наиболее правдоподобной. Поделитесь собственными теориями и расскажите, какие детали, по вашему мнению, могут оказаться ключевыми в финале. Если ролик вам понравился и вы любите разбирать подобные детали, поддержите его лайком, а также подписывайтесь, чтобы не пропустить новые разборы. До скорых встреч!